Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Знаю, как вы любите всякие лайфхаки и секретики. Признаться, я и сама их обожаю. Видео поделюсь с вами лайфхаками маникюра. Будет очень интересно, смотрите видео до конца. Это должен знать каждый. Поехали! Пойдем с вами по порядку процедуры, от снятия покрытия до маникюра и среза кутикулы. Лайфхаки, касающиеся организации рабочего пространства мастера маникюра. Первый этап – снятия покрытия. Всегда у меня на столе находится вытяжка, вот такой портативный пылесос. И первый лайфхак связан именно с ним. В качестве мешков я использую вот такие одноразовые шапочки, которые меняю в конце рабочего дня. А эту шапочку мы должны дезинфицировать и утилизировать. А стандартные мешки, которые идут в комплекте, не придется стирать. Выходит экономия времени. Следующий лайфхак касается также пылесоса. Для того, чтобы не забивать его пылью, используем безворсовые салфетки из нетканого материала, которые пропускают воздух. Во время работы пыль не проникает в пылесос, а остается на салфетке. В данном вопросе мастера делятся на два лагеря. Одни утверждают, что так работать неудобно, пыль не полностью всасывается, остается на рабочем пространстве и на одежде. Другим такой способ по душе, и они его применяют. Проверим. Первый способ работы с салфеткой. Я возьму влажную салфетку за неимением больших безворсовых, конечно, удобнее, если салфетка будет больше. Отрываю и кладу на вентилятор. Когда я его включаю, салфетка засасывается и не сдвигается с места. При снятии прямо видно, как пыль оседает на салфетке. Один ноготь я специально покрыла черным цветом, для того, чтобы вам лучше была видна пыль. Видим небольшое количество пыли на столе, на моей одежде, поэтому сами решайте, насколько этот лайфхак будет актуален для вас. Но зато наш мешочек чистый, без пыли. Второй способ работы с настольным пылесосом. Когда мы снимаем гель-лак без салфетки, пыль залетает в него непосредственно, но тем не менее все равно есть небольшое количество пыли, которое разлетается. Несмотря даже на пылесос, она у нас везде. Кстати, важный момент: для того, чтобы пыль попадала в пылесос, не разлеталась, важно правильно держать палец клиента чуть выше решетки. Иногда мастера сами своей рукой ее загораживают, и пыль повсюду разлетается. Во время снятия при непросохшем покрытии достаточно часто насадка забивается материалом, отчего нагревается поверхность. Снятие происходит не так эффективно, и такую насадку не просто очистить. Потребуется латунная щетка или ультразвуковая мойка. Поможет лайфхак. Очистите насадку в процессе работы апельсиновой палочкой. Пройдитесь вдоль по ее желобкам и удалите остатки прилипшего гель-лака. И она снова как новая. Далее этап выполнения маникюра. В аппаратной технике используем алмазные фрезы с абразивом, которые также забиваются частичками кожи и пылью. Особенно если кожа и кутикула влажные. Мастер, видя, что насадка ничего не убирает, начинает сильнее давить на фрезу, тем самым оставляя пропилы на ногтевой пластине. В качестве лайфхака используют тальк, детскую присыпку. Она абсорбирует влагу, подсушивает кожу, и работа фрезой становится эффективнее. Наношу на кутикулу и боковые пазухи тальк. Втираю, чтобы пудра везде проникла. Далее тщательно вычищаю остатки пудры при помощи щетки.
После этого насадка не будет так сильно забиваться. Но если все-таки такое происходит, не торопитесь менять или выкидывать фрезу, очистите ее во время работы об баф для шлифовки ногтей. На рабочей скорости вонзаю насадку в боковую сторону бафа несколько раз, и она становится чистой. Таким образом можно очищать не только фиссурные фрезы или пламя, это же касается и фрезы шар, которая нужна для шлифовки кутикулы и ее среза. По такому же принципу очищаю ее об баф и продолжаю работу. Прочищайте насадку каждый раз, когда чувствуете ее неэффективность. Нет талька, поможет дегидратор. Этот средство мгновенно подсушивает кожу и будет проще выполнять маникюр. Если выполняете срез не аппаратом, а режущим инструментом, кусачками или ножницами, кутикулу подсушивать не нужно. Здесь другой лайфхак. Увлажните кожу для единого ровного среза. Смачиваю ватный диск водой, протираю кутикулу и приступаю к срезу. Когда кожа увлажнена, она становится более эластичной, срезается не мелкими фрагментами, а единой, длинной, ровной полоской. Такой лайфхак с увлажнением кожи можете применять не только в обрезном маникюре, но и в аппаратном. Сухая кожа будет срезаться, а не разлетаться мелкой пылью. Однако в такой ситуации нужно взять насадку с синим абразивом, потому что красный будет тут же забиваться. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Следующий лайфхак позволит добиться чистейшего маникюра, убрать мелкие заусенцы, сделать кожу более гладкой. И для этого нам понадобится ремувер для кутикулы. Выбираю мягкий ремувер, наношу его в небольшом количестве на кутикулу, в боковые пазухи. Кожа немного размягчится, и абразивная насадка зашлифует мелкие заусенцы. Выставляю положение форвард, небольшую скорость, 5-7 тысяч оборотов. Прохожусь по ногтевой пластине и по коже. Мне удобнее на форварде прочистить левые стороны, а на реверсе правые. Чистейший карман, как из фотографий в Instagram. Либо можем использовать другой способ. Не алмазную насадку, а силиконово-карбидный шлифовщик. Работаю на таких же низких оборотах в положении форвард. Беру палец клиента, кладу на бок, работаю с широкой частью. Кончиком фрезы удобно прорабатывать зону под кутикулой. Но, к сожалению, этот самый кончик, основная рабочая поверхность, тупится. Мы можем применить следующий лайфхак. Заточить насадку опилку. Включаю средние обороты положения форвард и затачиваю насадку словно карандаш. 2 секунды и насадка снова острая. Продолжаем обработку. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. После маникюра придаем форму ногтям. К сожалению, не всегда начинающий мастер может увидеть разницу в длине. В таком случае отлично подойдет лайфхак с использованием циркуля. Необходимо измерить расстояние от кутикулы до свободного края и сравнить с другим ногтем. Такой прибор позволит со временем развить глазомер и не ошибиться с длиной. Между собой попарно сравниваю длину ногтей. Кладу руки на бок, ставлю ногти кутикула к кутикуле.
и сравниваю длину. Подпиливаю тот, который длиннее. Наш результат. Пишите в комментариях, какой лайфхак понравился больше всего. Ставьте пальчик вверх, если было полезным. Соберем 5000 лайков, и я выпущу новое видео с лайфхаками покрытия гель-лаком. Подписывайтесь на канал. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!